Я худею с такого представления. Титульный вторник принес нам неожиданную партию. Даня Думов давил, ломал да обломался. Интереснейшая битва с обидным зевком и неожиданным результатом. Такое увидишь нечасто, чтобы аж так зевануть. Пихает Даня пешечку d4. Реза Махдави — это у нас международный мастер из Ирана. Юноша, который пердолит все, что движется. c4, g6, конь c3, слон g7. Это у нас что-то. Полугрюнфельд, полустароиндейская, и после хода e4 d6. Всем стало понятно, что это староиндийская защита, в которой Реза Махдави получит слегка стесненную позицию, будет стесняться, как мужчина в первую брачную ночь, а Даня будет давить, наяривать юношу изо всех сил. Но потом у нас случится суп с котом. В этой позиции Даня избирает крайне острый, неприятный вариант для черных: 4 пешки. Реза рокирует. Получается конь в 3 c5, подрыв центра, давно пора. Никакой сидор на c5 брать не будет, надо пешку задвигать вперед, так Даня и делает. а6. Идея этого хода в том, чтобы сыграть слон d7, предварительно, конечно, развив куда-то этого коня в туман. А так идейка этого хода: слон d7, ладья b8, b5, пихануть. Хоть какую-то игру получить на ферзевом фланге. Сразу же Даня препятствует любым возможностям выпада пешки на поле b5. Превентивно задвигает крайнюю пешку. e6, подрыв в центре. Идея старой индейки — подорвать центральные поля, вызвать огонь на себя. И Даня забирает, получается интереснейшее поле на поле d5 с возможной кобылой на поле d5. Интересное VIP место. Слон d3, чтобы укрепить пешку e4. Это все у нас теория. Если тебе мешают субтитры, ты можешь их выключить. Напоминаю вам и новеньким, кто тут у нас новенький, еще не подписался, пора подписаться. Настройки проигрывателя на ютубе. Нажимаешь шестеренку, вырубаешь SS, смотришь без субтитров. Конь c6. Пошел Реза вперед, и с самого порога Даня, сниму трусики, надвигает f5. Даже не спросил, как его зовут, сразу же начинает быковать. Понятно, что брать на f5 такое себе удовольствие, так как вскрывается линия g, ослабляется позиция черного монарха, слонина уходит, рокировка, слон b4. Конь нападает на слона на поле d3. Слон исполняет функцию большой пешки, поэтому можно его разменять. Даня все это прекрасно понимает. Играет слон g5. Связка этого коня. Но у Резы есть хороший ход a6, который можно двинуть. И на случай слона h4 просто запихнуть g5. И слон f2. С равной игрой. Но тут начинается карусель вариантов. Реза играет слон c6, выпускает возможность хода a6, ферзь d2, чтобы не было a6, теперь просто взятие пешки. И ферзь e8. Максимальное давление на пешку e4. Открывайте ротик шире. И ладья e1. Надо как-то подпереть эту пешку компьютеру. Эти ходы не нравятся, как по мне, ходы логичные, человеческие. Все как положено титульному вторнику. И конина на поле d7 тоже компьютеру не нравится. Но тут понятно. Компьютер предлагает жмякнуть этого терпилу на поле d3, после ферзь d3 сыграть ферзь d7. И что? А ничто. В партии после ладья e1 конь d7 следует, после чего Даня сандалит своего педального коня на поле d5, угрожает вилку в глаз ладьи на поле a8. Ну и ферзя там попутно левым копытом. f6. Надо играть, слона надо прогнать. Слон f4. Даня методично начинает давить юного мужчину, как коллектор должника. Слон d5. Надо прибрать этого коня. ед. Еще на ферзя напал. Пешка висит. Ферзю надо куда-то отступать в туман на b8 или же перекрываться конем, чтобы было лучше. Реза Махдави перекрывается конем, чтобы было лучше. Слон уходит на b1, ведь 8 копыт нападали на него. И g5. Надо отходить. Смотрите, как Даня смачно завязал, перевязал. Все тут. Позиционный перевес. Оценка позиции плюс 2 и 2. И Реза должен бы сдаться. Но нет. Тут у нас приколы похлеще. Нас ожидает дикое месиво.
Что-то Даня тут исполнит. Конь Е5 забирает на Е5, ДЕ и слон Е3. Атакует пешечку С5, усиливает свое позиционное преимущество. Потом еще можно пихануть ферзя на поле F2, напасть на пешку С5 и вообще там будет лютый звездец. Пешечкой b6 реза укрепляет свою пешечку на поле c5, но есть ход a5, который Дуба впихает, чтобы разорвать связь между пешкой c5, ферзь d8 на, чтобы не разрывать связь, чтобы на место пешки стал ферзь и посматривал, присмотрелся, рассмотрелся. Но не тут-то было. Даня отвлек ферзя на ферзевом фланге, решил пихануть h4, начать атаку на королевском. Вскакивает пешка на поле h4, a6, забрал, d6, продвигает Даня пешку с идейкой впихнуть своего слона на поле e4, посматривать на ладью, потом перевести свою ладью, ферзя e2, ферзь h5, и там уже пахнет матом, акробатом. Ладья А7. Превентивно надо уводить шкаф с-под линии огня. Выстрел вслепую на поле А8. Блайндшот. Ладья Д7. Реза нацелился на пешечку. На поле Д6. Дубов ее укрепляет. Ходом ладья Д1. Теперь на Д6 не упал. Остается только ладья Е8. Слон F8. Дополнительно надавить на эту пешку. Ладья F7. С другой стороны заходит. Сзади подкрадается. АБ. Ферзь Б6 и ферзь F2. Жесткая нападалова на пешку c5 и некуда деваться. Но ходом слон f8 реза нападает на пешку d6. Но падает на c5 и попутно защищается на поле d6. Ферзь b8. Казалось бы, позиция черных уже полная дрова, эксклюзивная мивина. Но есть тут прикол, который доказывает, что в шахматы надо играть до конца. Ибо, будь твоим соперником Даня Дубов, Хикару Накамура, я вообще молчу, Каруана или Карлсон, все они могут зевать и не краснеть. Но, кстати, Накамура может и краснеть. Поэтому ты, если играешь в шахматы, играй до конца. Играй до мата, играй до пата. Борись. Ферзь d2, нападаем на коня на поле b4, a5, укрепились, слон b4, ab. Белыми Дубов организовал себе жесткую защищенную проходную, плюс вторая тоже не менее жесткая защищенная проходная. c5, надо укрепляться, угрожает слон d5. Можно было бы, конечно, сыграть это ходом ранее, вот так вот, например, но тогда был ход слон d6. Немножко микроскопические упущения в этой позиции. Поэтому c5 следует, и это все хорошо. Сейчас уже угрожает слон d5. Надо как-то реагировать. Ладейка уходит из-под этого косого беса. Слон d5, получается шах. Король h8, слон e6. Запихнул, так запихнул. По самые не балуй. Подготовил себе поле d7, потом c6, потом c7. И неожиданно может быть пешка на поле c8. А это будет уже не пешка, а целый ферзь. Ух ты, ё-моё, как давит Дуба. Ладейка отступает на d8, ферзь f2. Вот этот вот ферзь будет наказан. Как последняя грязная Матильда, этот ферзь, дама, будет наказана. Король отступает на поле g7. Есть еще какие-то шансы там сдвоиться куда-то, но уже кринжатина, так как слону некуда ходить. Ладья d5, Дубов осиливает свою позицию, есть желание депнуть ладейку на поле e5, потом двинуть пешку вперед. Подготавливает какую-то жертву. И на часах остается по 30 секунд, а это значит, что нас ожидает самая веселая часть этой партии. b3 запихает реза сюда поглубже, ладья а1, чтобы обойти в тыл, зайти, прописюнить на поле а8, а7, e4 пихает реза вперед, где-то там подсматривается на поле h2, ферзь d4 пошел сюда, ладья а6 пошел туда. Ладья А6 пошел сюда. Угрожает ферзь А4, чтобы войти ладьей в элитное пикантное место, потом сыграть. Ладья F7, напасть на пешку. Короче, тут Дубов сейчас должен додавить, но сюрпризы случаются. Неожиданности бывают разные.
Ферзь b5 нападает на ладью. Ладья 7 шах, король отступил подальше, ферзь e4, падает пешка. И вот здесь неожиданно Реза перехватывает инициативку. Ладья h4. Могли бы вы, ребята, поверить, что всего через 5 ходов не будет белого ферзя на доске? Я бы никогда в жизни не поверил, но придется поверить. Ферзь e3, ферзь c4. Подкрадывается хитрый Реза на первую диагональ. Мало секунд. Ладья d1, ферзь g4. На, ладья f1, чтобы ничего не зевнуть. Ферзь h5 уже угрожает вход ладьи. Ферзь g3, шах получи, король пошел сюда, ладья h4. И в этой позиции Даня исполняет такое, о чем ты даже не мог подумать. Ставь видео на паузу, пиши комментарий, какой ход ты считаешь, что сделает Даня. Ведь выиграть можно как угодно. Ферзь c3, например, напасть на пешку f6. Можно сыграть ладья c7 в этой позиции, тоже не проигрывает. Но Даня находит, поднимает редчайший ход в его карьере. Ферзь f3. Почему же это ошибка и почему это все уравнивает? Да потому что есть ладья f4, связка этого ферзя, связку на уровне третьего разряда зевает. Забрал, успел еще забрать, gf. И, как говорится, между первой и второй перерывчик небольшой играет Даня. Королем на поле e1, король пришел туда, откуда вылез, и получает большие неприятности на свой бубен. Ферзь h4, точный ход, король отступает сюда. Бриллиант! Отдает себя слоняра. За 2 пешки брать, конечно же, никто его не будет. Если забрать, партию решает тихий ход f3 с угрозой шаха и забрать ладью на поле a7. Никто так играть не будет. Дубов так не играет. Он уходит на d3, получает вскрытый шах, слон c5. Батя еще бегает на c4. Остаются считанные секунды на часах. Слон a7 на. Король пошел b5, f3, пешечка идет. И через несколько ходов Дане Дубову необходимо будет принимать какие-то меры, а именно поднимать белый флаг. Король еще на a8 пошел, и на ладья d8 партия заканчивается чистым кайфом. Смотри предыдущие видео, не менее интересные. Кликай на конечные заставки. Любое видео, которое тебе нравится. И подписку не забываем с лайком. До новых встреч!